Компания Infiniti официально представила в Дубае QX60 второго поколения. Премиальный кроссовер впервые получил автоматическую коробку передач, экстерьер в стиле концепта QX60 Monograph, новую систему полного привода, а также усовершенствованную систему полуавтоматического управления. Из этого видео вы узнаете самые важные и интересные факты о кроссовере QX60 второго поколения. Infiniti намекнула на дизайн будущего QX60 еще в сентябре 2020 года, когда японцы представили концепт-кар QX60 Monograph. Серийный автомобиль, разработанный с чистого листа, практически не отличается от прототипа. Эти автомобили очень похожи. Перекликаются как силуэт кузова и оконная линия, так и светотехника. При этом дверные ручки теперь традиционные, а не выдвижные. Капот стал менее рельефным, а приподнятая подоконная линия сделала кроссовер визуально более тяжелым. Кстати, специально для премьеры новинки американский режиссер и сценарист Зак Снайдер снял короткометражку про Infiniti QX60, а главную роль в ленте исполнила голливудская актриса Кейт Хадсон. Полное видео с премьеры вы можете посмотреть на моем втором канале, ссылка будет в правом верхнем углу и в конце этого ролика. По заявлению марки, серийная 60-ка получила новую радиаторную решетку с узором, который должен напомнить оригами. Изгибы фар подражают складкам кимоно, а рисунок передних ходовых огней и секций в фарах назван клавишами цифрового пианино. Колесные диски могут достигать 20 дюймов, а приподнятая подоконная линия сделала кроссовер визуально более тяжелым. Стеклянная крыша теперь входит в базу, и QX60 является первой моделью Infiniti, для которой можно заказать черную окраску выше пояса. Представленный кроссовер окрашен в новый цвет Monbow Blue, который, по заявлению главного дизайнера марки Тайсуки Накамуры, воспроизводит глубокие синий и фиалковые оттенки, покрывающие летнее небо в сумерках. Говоря обычным языком, в краску добавлены специальные пигменты, помогающие в зависимости от угла обзора изменять цветовые блики в диапазоне от фиолетового до зеленого. Габаритные размеры QX60 поменялись не сильно. Размер колесной базы остался прежним – 2900 мм. Длина нового QX60 составляет 5034 мм, что на 60 мм меньше предшественника. Ширина 2184 мм. Высота увеличена на 28 мм, до 1770 мм. Дорожный просвет модели в американской модификации составляет 170 мм, тогда как клиренс автомобилей первого поколения, которые продаются в России, 187 мм. Снижен коэффициент аэродинамического сопротивления с 0,33 до 0,32. Интерьер кроссовера сохранил 3 ряда и 7 посадочных мест, но во всем остальном он изменился полностью. В салоне появилась 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель и сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса такой же диагонали. Мультимедиа предусматривает беспроводную интеграцию Apple CarPlay, а также поддерживает Android Auto при условии подключения гаджета через кабель USB. Вдобавок есть проекционный дисплей на 10,8 дюйма. Пересмотренная эргономика принесла модели сенсорные элементы управления климатической системой с обратной связью, хотя вращающиеся рукоятки регулировки температуры сохранены. Также предусмотрено несколько ящиков для мелочевки и до 7 портов USB в разных концах салона. Новинка может похвастаться внутренней отделкой из стеганой полуанилиновой кожи и дерева с открытыми порами. Это особенность новой комплектации автограф. QX60 воплощает концепцию баланса между минимализмом общей формы и мелкими деталями декора как во внешности, так и в салоне. Например, передние сиденья Zero Gravity еще лучше, чем раньше, распределяют нагрузку от тела. Они были разработаны в кооперации с учеными из университета Кейо. В базе они идут с подогревом и 4 электрорегулировками, в более дорогих комплектациях с массажем и климат-контроль. Эргономика сидений 2 и 3 рядов также была улучшена. Еще у кросса увеличился багажник – 1178 литров при сложенном 3-м ряде, что на 23 литра больше прошлого. Вдобавок подполье выросло на 21 литр до 54 литров. Более высокий потолок позволил изменить геометрию посадки на 2 и 3 рядах, добавив пассажирам простора для ног. Как и раньше, машина оснащена сдвижными и наклоняемыми сиденьями 2 ряда для облегченного доступа к 3-му. Они могут сдвигаться и откидываться таким образом, что не нужно будет снимать уже установленное детское кресло. Еще у 60-ки улучшена шумоизоляция.
На консоли появился более крупный коврик для беспроводной зарядки, а точка доступа Wi-Fi позволяет подключать до 7 устройств. По части техники QX60 второго поколения практически во всем повторяет новый Nissan Pathfinder, который был представлен в феврале этого года. Про него на канале есть отдельное видео. Ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого ролика. Двигатель Infiniti QX60 остался тем же. Это 3,5-литровая атмосферная шестерка с непосредственным впрыском, которая выдает 299 лошадиных сил 366 Нм США и 283 лошадиные силы 350 Нм в России. Но вместо вариатора теперь с двигателем трудится 9-ступенчатый автомат фирмы ZF с активными опорами для гашения вибраций, селектором Shift-by-Wire и подрулевыми лепестками. Привод можно выбрать, передний или полный. В России будет только полный привод. Система полного привода была модернизирована. Муфта задней оси включается не только при пробуксовке передних колес, но и в ряде случаев заранее. Она может передавать до половины доступной мощности назад. Ей также помогает имитация блокировок за счет тормозных механизмов. Предусмотрено 5 режимов ездовой электроники: стандартный, экологический, спортивный, зимний и персональный. Подвеска же сохранила прошлую схему: Макферсон спереди и многорычажка сзади. Для дорогих версий предусмотрена система ProPilot Assist. Это адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе. Электроника может останавливать машину и автоматически возобновлять движение, если длительность остановки не превысила 30 секунд. Система также использует для работы навигатор, чтобы заранее сбросить скорость перед поворотом или уменьшенным скоростным лимитом. Также новый Infiniti QX60 оснащается адаптивными фарами с функцией автоматического переключения ближнего и дальнего света, системами предотвращения фронтальных столкновений с распознанием пешеходов и автоматического торможения при движении задним ходом. Среди опций есть аудиосистема Bose Performance с 17 динамиками, трехзонный климат-контроль и экран вместо салонного зеркала заднего вида, на который передается изображение с камеры на корме. В США новый QX60 появится к концу 2021 года. Роскошный внедорожник будет продаваться и в России, но информацию обещают раскрыть отдельно. Как вам дизайн нового QX60? Стал ли кроссовер выглядеть лучше? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.